Что за трэш? Крестик, а здесь нолик. Нифига себе, как круто! Что это за хрень? Господи, выглядит как дерьмо единорога. В этом видео снова будем проверять самые популярные мейкап-лайфхаки из ТикТока. На каждый этап макияжа у меня будет новый лайфхак. И посмотрим, насколько хорошо у нас получится. Сегодня в программе идеальные стрелки при помощи невидимок, веснушки при помощи брокколи, омбре на губах, самодельный блеск, макияж только помадой и огромное количество вазелина. Везде! Проверим, насколько лайфхаки рабочие или ТикТок опять пытается нас надурить. А нас уже не проведешь, между прочим. Всем привет, с вами Лена, я Гермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Сегодня я проверю целых 20 трендовых лайфхаков из ТикТока. В этот раз они, конечно, будут не такие трэшовые по сравнению с предыдущим роликом. В ложке ничего нагревать не будем. А если вы еще не смотрели первую часть моей проверки лайфхаков с самым лютым трэшем, то ссылочка на этот ролик будет в описании. Но, тем не менее, сегодня я собрала для вас все самое свежее и актуальное, и мы даже попытаемся научиться сделать парочку легких и классных причесок. И проверим, действительно ли все эти способы упрощают жизнь и помогают научиться делать классные мейки, или наоборот делают весь процесс намного сложнее. Но перед тем, как начать наш эксперимент, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах Ютуба. Чтобы сегодняшнее видео вошло в вашу голову мягко и гладко, нам потребуется вазелин. Казалось бы, а зачем? Я не знаю почему, но сейчас в иностранном ТикТоке вазелин это просто продукт номер один для всего макияжа, и лайфхаков с ним я видела просто огромное количество. Такое ощущение, что эти люди только сейчас открыли для себя вазелин. Кстати, вазелин в Европе и в Америке намного дороже, чем в России. Например, тот вазелин, который они показывают в своих лайфхаках, стоит больше 3 евро, то есть больше 300 рублей. В то время как в России обычно вазелин стоит рублей 50, ну камон. Видимо, вазелиновые компании решили обогатиться за счет наивных бьюти-голиков. Зачем нужны продукты для макияжа лица, гель для бровей, дорогостоящие кремы, когда мы можем использовать только вазелин? Нам его предлагают использовать как крем для лица, как гель для волос, как мейкап-ремувер, усилитель аромата духов, бальзам для губ, крем для век, гель для бровей. Короче, куда его сейчас только не мажут. Так что подготовку кожи к макияжу я начну не с базы, не с крема, не с тоника, а с вазика. Давайте сначала проверим, действительно ли с помощью этой штуки можно добиться стойкости духов. Я возьму свою любимую туалетную воду Be Delicious от DKNY. И, кстати, она как раз достаточно быстро улетучивается. Поэтому на одну руку я просто пшикну без всего, а на другую руку намажу вазелин, пшикну духами и разотру. И в конце видео проверим, на какую из рук аромат продержится дольше. Теперь нанесу вазелин под глаза в качестве крема для век. Нам обещают, что это как-то должно увлажнить кожу. Кстати, у меня действительно участки вокруг глаз стали проблемными, особенно после того, когда я делаю несколько макияжей за раз. И давайте на губы тоже его нанесу. Красота! Вообще, я уже проверяла этот лайфхак вчера, и я не скажу, что вазелин действительно кожу увлажняет. В отличие от крема, вазелин не впитывается в кожу, и он не питает кожу никаким образом. По сути, просто от вазелина на коже остается такой липкий след, к которому потом липнут волосы. Все же я бы для себя выбрала обычный крем, который минут через 5 впитается, и ничего никуда прилипать не будет. На губах отчетливо ощущается вкус вазелина, и, честно говоря, я небольшой фанат этого вкуса. Если б не духи, я бы вообще, наверное, тут сдохла, потому что духи хотя бы немного меня отвлекают. Тут пока лишние остатки уберу, не думаю, что они мне пригодятся. А теперь переходим к тону. Для нанесения тонального крема у нас есть лайфхак, для которого понадобится сам тональный крем, рассыпчатая банановая пудра и догадайтесь, мать вашу, что еще? Конечно же, снова вазелин. Господи, люди уже без вазелина даже тональный крем нанести не могут. Девушка перемешивает в пропорциях примерно 1 к 1 банановую пудру, тональный крем и вазелин. И якобы после этого тон на коже ложится идеально. Беру палитру, вернее кусочек плитки с пола из туалета, добавляю на него вазелин, тональный крем и высыпаю банановую пудру. Я взяла средний тон, то есть он нормальный, но на моем лице он не всегда выглядит идеально. Теперь весь этот ужас нам нужно перемешать. Выглядит многообещающе. Вообще не особо понимаю, нахрена в этом лайфхаке нужна пудра. Видимо, чтобы вазелин потом не блестел так сильно на лице. На эту половину лица я хочу просто нанести обычным способом тональный крем. А на другую половину лица эту адскую смесь. Конечно, лицо у меня очень сильно блестит, ничего удивительного. Эта сторона с обычным тоном все же более матовая.
принципе, тон перекрыл все достаточно хорошо, он не подчеркнул никаких шелушений, но тон мигрирует по всему лицу. Давайте я приложу салфетку вот сюда. Салфетка идеально чистая. И теперь сюда. И у меня отпечатался тон, и здесь уже образовалось красное пятно. Также я могу провести вот так полосу на лице. Ногтем вот так вот прям порисовать по всему лицу. Нормально, чё. Так, вот здесь крестик, а здесь нолик. Здесь тоже крестик, и здесь нолик. Все, я выиграла, а тон проиграл. Вы когда-нибудь играли в крестики и нолики на тональном креме ногтем? Но, с другой стороны, я думаю, все это очень просто. Растушуется назад. А, нет, не растушуется. Окей. С этой стороны, вот, ну, ничего. А я вам еще обещала видео без трэшовых лайфхаков. Ага, конечно. Ну и блестит он, как будто мы на Масленицу собираемся. Следующий этап – это консилер. Чтобы консилер не попадал в складочки, нужно нанести под глаза. Ладно уж, так и быть, в этом лайфхаке не надо никуда наносить вазелин, но под глаз девушка наносит гигиеническую помаду. Ну, по сути, разница небольшая, потому что сегодня мы уже заменили гигиеничку вазелином. Но я решила взять вот такой тинт, это что-то между гигиеничкой и цветной помадой. Мой любимый тинт от Beauty Bomb. На самом деле я очень горюю, потому что я сама его сломала. Ну просто кто-то пытался этот тинт намазать на коленку, чтобы продемонстрировать его своему мужику. В принципе, тут есть логика, потому что когда мы перекрываем вот этот синячок, нам нужно нейтрализовать его оттенок. Как раз для этого используются корректоры, например, персиковые или розовые. Поэтому в данном примере гигиеничка с пигментом заменяет собой корректор. Но меня очень смущает этот лайфхак, потому что чем больше в складке века наносятся жирные текстуры, тем быстрее консилер будет перемешиваться с этим жиром и забиваться во все складочки и морщинки. И у меня немного не укладывается в голове, в чем прикол этого лайфхака, потому что он не выглядит рабочим, чисто с теоретической точки зрения. Но давайте пробовать. Я наношу свою помаду под весь глаз. Теперь беру свой обычный консилер, который как раз таки западает в эти складочки. И затем растушевываю. И затем эта девушка берет салфетку и вот так проходится, видимо, чтобы удалить всякие лишние жирные моменты. И у меня тут что-то уже красное образовалось. С этой же стороны я нанесу свой обычный консилер. Растушую его кисточкой. По-моему, на камере определенно выигрывает вот этот вариант. В процессе посмотрим, какой из консилеров быстрее скатается. Один из самых горячих и популярных сейчас лайфхаков – это макияж полностью одной только помадой. Звучит очень интересно. Девушка наносит помаду на скулы, на лоб, делает ей же контуринг, выделяет ей губы, наносит ее в качестве теней для век и на подбородок. Я возьму вот такую красивую помаду от Холика. Она с блестками, и у нее такой красивый коралловый оттенок. Наверное, это самая подходящая по оттенку помады из всего того, что у меня было. Ну, потому что остальные мои помады подобного плана, они немного на любителя. Мы же не хотим вот такого цвета румяна. Хотя... Буду рисовать по картинке по той же схеме, чтобы ничего не забыть. Ну, допустим, вот здесь лоб, нос. И теперь пальцем девушка все это растушевывает. Да, конечно, тушевать это все времени дофига уйдет. Я уже устала это тушевать, возьму кисточку. Ну, я попробовала все это нормально растушевать, но не знаю, насколько нормально это получилось. Выглядит ли это мило? По-моему, не особо. Не, ну, выглядит правда интересно, я бы даже сказала свежо. В принципе, для любителей легкого дневного макияжа можно не так жестко, но вот чуть-чуть буквально нанести там на скулы, на глаза помаду, и будет норм. Но стоит учитывать, что не каждая помада подобного плана будет хороша в растушевке. Сразу попробуйте их растушевать пальчиком, и ту, которая наиболее хорошо будет тушеваться, ее и выбирайте. Еще один лайфхак на сегодня – это отбеливание зубов. Идеальные белые зубы сейчас – это показатель статуса. С экранов на нас смотрят знаменитости с идеальной улыбкой, а популярные блогеры ставят себе виниры. Эстетическая стоматология требует огромных затрат, а ходить постоянно на чистки и болезненные процедуры не всегда есть возможности и желание.
Поэтому я начала отбеливать зубы сама дома. И для этого я использую профессиональные полоски для безопасного отбеливания зубов Rigel. Они не только бережно и эффективно отбеливают зубы, а еще удаляют зубной налет, освежают дыхание и обладают антисептическим действием, убивая болезнетворные бактерии в полости рта. Rigel безопасен, потому что не содержит перекись водорода и карбамида и подходит для чувствительных зубов. Особенно круто, что результат виден сразу. Уже после первого использования эмаль заметно осветляется, и сейчас вы все сами увидите. Но лучше, конечно, пройти полный двухнедельный курс отбеливания, чтобы отбелить зубы на долгий срок, удалить налет и сделать эмаль более гладкой. Для этого нужно 2 упаковки по 28 полосок. Но для тех, кто просто хочет попробовать или поддерживать эффект, у бренда Rigel недавно появилась мини-пачка на 14 полосок. Необходимо взять 2 полоски для верхних и нижних зубов. Прикладываю полоску к зубам, выравниваю, прижимаю и загибаю концы. Через несколько минут полоски растворяются и превращаются в активный гель. Удобно, что не нужно ничего снимать, выбрасывать и полоскать рот. Благодаря своему составу полоски Rigel безопасны для зубной эмали, поэтому подходят для ежедневного использования и не вызывают болевых ощущений. Я сразу заметила результат, так что теперь постоянно пользуюсь ими и рекомендую вам. Не так давно бренд Rigel улучшил формулу и объявляет акцию. Сейчас на официальном сайте можно приобрести 3 упаковки полосок по цене одной. А если вы хотите сначала протестировать продукт, можно приобрести 1 упаковку на Wildberries и Озон по промо-цене. Переходите по ссылкам под видео. Количество товара по акции ограничено, так что торопитесь, ведь сейчас самое время блистать. Помады на лице мне мало, я также хочу сделать контуринг. И это будут 2 самых вирусных варианта нанесения скульптора. Чтобы сделать скулы, нужно не как обычно затемнить эту часть, а нарисовать 2 незамысловатые фигуры от уха до нижней челюсти. Но я не знаю, в чем прикол, потому что этот вариант, опять же, не на каждое лицо. Я возьму контуринг в стике, который мне так понравился на видео, где я покупала косметику, которую никто не покупает, и этот скульптор мне зашел. И теперь буду стараться нарисовать такую же форму. Как же это жестко выглядит. Ну, вот такая красота. Ой, чем же тушевать-то? Давайте попробуем спонжем. Что-то у меня такое ощущение, что с этим контурингом я немного переборщила. Не, ну, кстати, выглядит это неожиданно эффектно. То есть, благодаря такому контурингу очень хорошо выделяется вот эта косточка, и лицо становится более квадратным. Я, конечно, привыкла делать тушевку больше наверх, чем вниз, но этот способ делает подбородок еще больше. Спасибо. Ну, короче, лайфхак 50 на 50. То есть, кому-то он подойдет, и на ком-то он будет работать максимально круто, но подойдет он не каждому. Конечно же, в 2024 году человечество пытается найти все больше новых и более странных вариантов контуринга носа. И недавно я наткнулась на эти ролики. Я была в шоке. Девушка наносит коричневый контуринг на весь нос. Целиком. И затем поверх светлым консилером рисует линии, которые потом растушевывает. И у нас получается так называемый обратный контуринг. Я уже жалею, что я на все это снова подписалась. Но во имя красоты придется начать делать blackface. О, да. Знаете, мне это напомнило мое видео с обзором курса Даши Дружи, где она также наносила оранжевый контуринг на весь нос. Я тогда этот способ максимально раскритиковала, но сейчас это получается что? Типа, Даша Дружи задала тренд? Я сейчас чувствую себя вот этим котиком. Ладно, давайте нанесем консилер, пока все это к чертовой матери не засохло. Возьму самый светлый плотный консилер, нанесу его на серединку носа, а также вот здесь по бокам. Здесь бы, конечно, маленький спонжик справился бы лучше, но я нашла только большой. У меня что получилось? И удивительно, прям как-то так консилер легко и просто растушевался. Но он у меня, конечно, супер плотный. Я не скажу, что он делает мой нос меньше, но такой вариант работает. И круто, что он издалека выглядит достаточно естественно. К сожалению, вот здесь вот как будто этот вариант контуринга расширил мне нос. Но этот способ действительно работает. Так, ну все быстро садимся по местам. Сегодня я ваш замещающий учитель, и я буду проводить для вас урок геометрии. И на сегодняшнем уроке мы будем с помощью точек и прямых линий учиться рисовать брови. Почему-то сейчас для бровей достаточно мало разных лайфхаков, так что сегодня на нашей машине времени мы вернемся в 2019 год и скажем привет графичным инста-бровям.
Девушка ставит 5 точек на бровях, 5-ю точку ставит туда, куда у нас должен уйти кончик, и теперь по очереди она все эти линии между собой соединяет. Мне кажется, это можно делать прям по линейке. Теперь девушка нафигачивает огромное количество консилера вокруг, и что-то я не поняла, где здесь лайфхак? Если бы эти 5 точек позволяли бы сразу без консилера нарисовать идеальные брови, то схема была бы максимально понятной. И я думаю, что кривую бровь с косяками каждый из нас спокойно сможет нарисовать без всяких лишних точек и линий. Итак, 2 точки вот здесь, точка здесь и здесь. Почему у меня такая жирная бровь получается, господи? Так, я запуталась, куда тут что вести, тут еще волоски мешаются, господи. Нет, извините, а что мне делать, если у меня от природы брови растут по-разному? И куда мне эти точки ставить? Что если у меня не получается рисовать ровные линии? То есть у меня косяки уже на этапе рисования формы. Почему моя форма бровей такая ужасная, боже мой? Так, а что с этим убожеством делать дальше? Дальше девушка просто закрашивает это все карандашом. Я не знаю, мне кажется, у меня хуже бровей в жизни не было. Что за трэш? Ладно, дальше она как-то щеточкой для бровей вот эту вот часть распушает, уводит ее на нет. И дальше консилером и плоской кисточкой она убирает все косяки вокруг брови. Я даже не знаю, как можно убрать консилером мои косяки. Можно просто замазать бровь целиком. Но если честно, я никогда так не делала консилером вокруг бровей. Знаете, с такими бровями я себя чувствую лет на 10 старше. В принципе, что, я думаю, можно сделать еще бордовый кат-криз, пойти взять кофе в Старбаксе, сделать парочку селфи. Ну или что там еще делали в далеком 2019-м. Ах да, я чуть не забыла, что брови надо уложить. А для укладки бровей у нас есть чудо-средство, которое скоро заменит все в макияже. Конечно же, вазелин. Я наношу вазелин на кисточку для бровей и начинаю ей зачесывать брови. Ну, зачесывать, конечно, зачесывает, но прям вообще на троечку. Ну эта бровь у меня, кстати, более непослушная, она не зачесывается вообще, абсолютно. Короче, вазелин никак не застывает на воздухе, в отличие от нормального геля для бровей. Соответственно, теперь от любого легкого движения наша бровь смазывается. Я просто похлопаю. Да уж, эти лайфхаки доведут меня до ручки. Пока я не сошла с ума окончательно с этим всем вазелином, я хочу сделать перерыв в своем боевом макияже и, наконец-то, заняться волосами, а то я сижу тут перед вами как черт пойми что. Я нашла пару лайфхаков с прикольными прическами, которые я хочу попробовать. И первая прическа, на волосы нам предлагают нанести вазелин. Так, все, подождите, хватит, меня уже так поимели этими лайфхаками, что вазелин не помогает. Давайте без этого. Окей, первая прическа – это рыбий хвост без плетения. Надеюсь, что на моих коротких волосах получится хоть чуть-чуть сделать такой прикольный эффект. Вообще, я обожаю всякие косы и подобные плетения, но в плане прическ у меня просто руки из жопы. Может быть, хотя бы с таким легким вариантом я смогу справиться. Девушка на видео делает 2 низких хвоста. Мне кажется, вот на этом этапе это уже мой максимум. Затем она берет и продевает кончик хвоста внутрь. И на этом этапе у меня уже проблемы. Окей, затем она спускает резинку и снова делает то же самое. Что это за колбаса? Так, ну вот так вот получается норм. Ну, нет, не знаю. Так, третий оборот. Получится ли? Мне кажется, у меня прям очень похоже на то, что получилось у девушки. Особенно шляпа. Не, на самом деле на голове у меня тоже получилась какая-то полная шляпа. Что это за хрень, боже? Отстойное ожидание и прекрасная реальность. Если это называется рыбий хвост, то я, походу, вобла. Но я не отчаиваюсь, потому что у меня есть еще один вариант в запасе. Он даже, кажется, немного легче. Он уже такой более помоечный в моем стиле. Девушка делает 2 высоких хвоста, снова просовывает их через свои волосы и эти хвостики на голове подтягивает. Выглядит элементарно, а это значит, что у меня ничего не получится. Не, ну это-то я сделала. Что так больно-то? Так, перехватываю хвост. Фух. И что это? Почему у меня не работает? Засовываем. Вытаскиваем.
расправляем. Постригли стрижку авангард, слегка посушили волосы, руки. Походу, кто-то сегодня останется без прически. Возвращаемся к макияжу и давайте оценим, что стало с моим лицом. Брови все еще выглядят плохо. Что здесь, что тут консилер просто абсолютно одинаково забился в складочки. И, к сожалению, во время того, когда я растушевывала контуринг, у меня достаточно сильно вот эти вот румяные с помады смазались. А еще вазелин задерживает на коже жиры и бактерии, сушит кожу, закупоривает поры и может вызвать акне и гнойные воспаления. Пора сделать макияж глаз, и у меня есть несколько лайфхаков. Первый — это гранжевые смоки, которые делаются за пару минут. Девушка берет карандаш, подчеркивает им сверху и снизу слизистую, и затем трет пальцами глаза, чтобы к херам все размазалось. Беру черный карандаш для глаз от NYX. Ну, погнали. Так, ну вы готовы это видеть? Я нет. Вау. Не, ну конечно, вот здесь вот видны все складочки. Тут тоже все не до конца равномерно. Я бы, конечно, растушевала бы все это еще тенями. Плюс здесь у нас уже что-то черное, и тут что-то черное. Ну, короче, по факту лайфхак рабочий. Мне кажется, примерно такой же макияж у меня остается на утро после пьянки. И смысл делать макияж изначально таким я не особо вижу. Знаменитая ночная бабочка Ляля Колобок на работу собирается днем. Чтобы привлечь клиентов, нужно быть изысканной и элегантной. Не, ну, выглядит, конечно, максимально гранжово, а я еще пока терла глаза, они у меня покраснели, как будто я рыдала весь вечер. Давайте попробуем все это исправить красивым переходом теней. Знаю, что у многих проблемы с тушевкой, потому что тени действительно нужно уметь правильно тушевать, но здесь нам предложили очень классный лайфхак, чтобы избежать весь этот геморрой и сделать классный градиент. Девушка наносит 6 оттенков теней от темного к самому светлому и просто кистью между собой их сразу же перемешивает прямо на глазу. Правда, я со своим опытным взглядом уже заметила почему-то у девушки на итоговой картинке некий растушевочный оттенок вот здесь. Мне кажется, кого-то опять пытаются наебать. Ну что же, возьму сначала черные тени, возьму тени из этой палетки от You Can Be. Кстати, в предыдущем ролике был обзор этой палетки и обзор на весь бренд You Can Be с AliExpress. Наношу на глаза черные тени, тут они очень даже хорошие, пигментированные. И я так понимаю, что чтобы этот макияж сделать, мне под каждый оттенок нужна отдельная кисть. Я хочу делать макияж в бордовых оттенках дальше, поэтому я возьму вот эту палетку от Clipage Pro. И давайте возьму вот этот оттенок сначала темный. Теперь давайте выберем вот такой. Возьму самый яркий оттенок из палетки от Soda. И из нее же возьму парочку сияшек, например, вот эту. И теперь беру кисть и просто перемешиваю тени между собой прямо на глазу. Почему такая грязь выходит, а? Тут уже у меня что-то нормально так осыпалось. Не, слушай, этот макияж, походу, вообще никак не спасти. По сути, я тут уже миллион разных кистей использую, чтобы хоть как-то растушевать это недоразумение. И в чем, собственно, лайфхак, я не понимаю, потому что получилось откровенно плохо. Оцениваем тушевочку. Не, ну точно Ляля Колобок получается. Пишите в комментариях, сколько бы дали за час. Почему бы к этому прекрасному, потрясающему макияжу не добавить бы еще и стрелки? А стрелки мы будем рисовать не просто как обычные лохи подводкой, а с помощью невидимок. Спасибо, что хотя бы вазелином еще стрелки не научились рисовать. Тут все просто. Девушка берет невидимку, прикладывает ее к глазу и рисует стрелку. Затем эту стрелку она немного дорисовывает и получается, в принципе, даже неплохо. Ну что ж, беру невидимку, прикладываю и добавляю внутрь подводку. И теперь вы готовы к магии? Не, ну типа вроде как даже не так уж и плохо. Теперь давайте все то же самое сделаем с другой стороны. Ну, тут уже получилось похуже. Причем намного похуже. Ну, в теории какого-то результата добиться можно. Будет ли он хороший, не факт. Мне эти стрелки придется подгонять друг под друга. Хотя вот здесь мне результат понравился.
Как и в прошлом видео с лайфхаками, тут у нас снова та же самая проблема. Допустим, окей, даже если форма и длина стрелки у нас получится одинаковая благодаря вот этому трафарету, самое главное в стрелках это правильное направление, чтобы не было нигде никаких заломов. Соответственно, использую всякие штампы, невидимки, вилки, трафареты, зубочистки, вот всю эту фигню. Изначально очень сложно добиться правильного направления, и, вероятно, одна стрелка будет идти вверх, другая стрелка будет идти в бок, и, к сожалению, с этим пока ни один лайфхак не справлялся. А я пойду дорисовывать стрелки вручную, и это займет чуть дольше времени, чем если бы я нарисовала их сама. На моем канале очень много полезных, обучающих и развлекательных видео о косметике и макияже, поэтому не забудь подписаться на канал и оставить лайк и комментарий под этим роликом. А еще на Бусти можно всегда задонатить на развитие контента. Например, там я собираю мани на хорошую петличку, чтобы к лету начать снимать больше влогов и своих походов по магазинам и секондам. Ладно, хватит продолжать душнить, потому что мы выходим на финишную прямую. Вчера, когда я готовилась к съемкам этого видео, я сказала мужу, чтобы он мне сегодня напомнил сходить в магаз и купить брокколи. Естественно, он меня спросил, а зачем тебе брокколи? А я такая, ну ты чё, в смысле, совсем что ли больной? Брокколи, ну это ж, конечно же, веснушки ими рисовать. Что уж только для веснушек у нас не делали. И специальные пластиковые кушоны изобретали с шипами. И спреем для волос пользовались, и карандашом их рисовали, и с пальца их перепечатывали. Но чтобы рисовать веснушки при помощи брокколи, это надо просто иметь мозгов кусочек. Берется кусочек брокколи, на него наносится скульптор в стике, и при помощи брокколи все это дело переносится на лицо. Лайфхак, конечно, очень свежий в прямом смысле этого слова. Успех, у нас сегодня акция на кисточки для макияжа. Вот сейчас выберу какую-нибудь покрасивее. Думаю, пора уже распечатать нашу замечательную кисточку. А какой аромат! Итак, я думаю, нам надо взять один небольшой кусочек брокколи. Наношу на брокколи скульптор в стике. И мне очень страшно, но давайте сделаем это. Да ладно. Нифига себе, как круто! Офигеть! У меня получаются просто идеальные маленькие веснушки. Так, давайте сейчас еще нанесу на другую сторону. Слушайте, ну у меня просто слов нет. Казалось бы, такая тупость, и неужели она может быть рабочей? Тут, правда, кусочек от брокколи отвалился, но ничего страшного. Лайфхак просто пушка. Я не ожидала, что этот лайфхак сработает. А еще это вкусно, и макияж классно делает, и съедобно, и полезно. Универсальная кисть 3 в 1. Теперь я действительно понимаю, что значит кисть с натуральным ворсом. В общем, все, теперь буду ждать в Золотом Яблоке стенд с брокколи. Насчет цены, в принципе, по акции такая кисточка обошлась мне в 1 евро. Но единственный минус, срок службы у нее не особо долгий. Чтобы дополнить образ, осталось сделать макияж губ. Я уже видела много раз лайфхак, где берут любого оттенка тени и добавляют их в старый ненужный блеск для губ, перемешивают, и из надоевшего блеска получается совершенно новый оттенок. Ну что ж, беру какой-нибудь беспонтовый блеск, возьму блеск от Лаки, хотя не особо-то он беспонтовый, мне правда этот блеск очень нравится, еще он очень вкусно пахнет, и мне даже будет немного его жалко. Вот так он выглядит на губах, просто самый обычный прозрачный блеск, там есть немного блесточек, но на губах, к сожалению, эти блестки не особо заметны. Наконец-то я нанесла этот вкусный ароматный блеск, потому что запах вазелина уничтожал меня на протяжении всего ролика. И мне сейчас вспоминаются масла для губ из моего обзора на коллаборацию Colourpop и Сумерки, где как раз были офигенные масла в нереальных черных и синих оттенках с блестками. И теперь я хочу сделать что-то подобное себе в коллекцию, только темно-фиолетовое. Осталось выбрать какие-нибудь ненужные тени, которые будет не жалко распотрошить. Мой выбор пал на 2 уже просроченные палетки теней. Они как раз обе с красивыми фиолетовыми оттенками. А также я решила добавить туда всякие блестящие дуохромные пигменты и какой-то завалявшийся глиттер. Прямо ногтем я накваряла тени на лист бумаги. Теперь перемешиваю хорошенько их между собой, после чего вытаскиваю с блеска дозатор и запихиваю внутрь все эти блестки. Их, кстати, слишком много получилось. Теперь аккуратно все это перемешиваю, пытаясь не выкинуть все это наружу. И наш потрясающий новый блеск готов. Господи, выглядит как дерьмо единорога. Ох, ну выглядит это прям очень интересно. Наносится достаточно тяжело, какие-то куски теней попадаются. Я небольшой фанат блесков, но с каким-то карандашом или с помадой я определенно эту вещь носить буду. Офигеть, неужели TikTok под конец моего видео решил порадовать меня хоть какими-то годными лайфхаками?
Но счастье мое продлится недолго, потому что впереди у нас еще один лайфхак для макияжа губ. Только сейчас мы будем уже делать красивое матовое омбре. И для макияжа губ нам понадобится бумажный скотч. Мелкими кусочками скотча девушка обклеивает себе все губы, создавая тем самым идеальный трафарет под макияж губ. Затем она красит губы обычной помадой, по краям добавляет тени и немного блестящего хайлайтера. Затем она снимает скотч, поправляет все консилером, и идеальные губы готовы. На этот трафарет у меня ушло, наверное, минут 10, потому что очень его сложно клеить. От любого вздоха, проглатывания слюны или движения скотч начинает отклеиваться, он постоянно съезжает и меняет свое местоположение. Я наношу помаду на губы через кисточку вбивающими движениями, а затем более темным оттенком теней из палетки, которой я делала макияж. Я растушую края, после чего возьму хайлайтер и нанесу немного сверху блесток. Осталось снять все это великолепие, нам потребуется еще немного магии. Что это за трэш? И теперь мне еще нужно 1,5 часа править всю эту форму консилером, чтобы сделать макияж губ более-менее адекватным. Нет, извините, я этим заниматься не хочу. Я абсолютно не понимаю, в чем проблема взять карандаш для губ, нарисовать контур, растушевать его к серединке, в середину губ также кисточкой небольшой нанести помаду другого светлого оттенка. Это будет в разы быстрее и проще, чем потом полчаса поправлять всю эту форму консилером. Давайте попробуем смыть вазелином наш прекрасный макияж, потому что нам говорят, что он работает еще и как мицеллярка. Нет. Итак, нанесу немного вазелина на палец И начинаю растирать по всему лицу. Господи, а что у меня стало с моими бедными ресницами? У меня теперь липкое все ресницы у меня в вазелине. В отличие от подобных бальзамов для удаления макияжа, например, как у меня вот этот от Clarins, вазелин, он прям не растворяет макияж, особенно стойкий. Это примерно тот же самый эффект, если вместо гидрофильного масла взять сливочное. В теории, конечно, результат есть, потому что все же это жирная текстура, которая смывает все. Но зачем? Ну что, вот такой макияж у меня сегодня получился. Как вам результат? И осталось проверить, насколько рабочими оказались у нас те лайфхаки с вазелином. Запах духов я не чувствую, а вот здесь чувствую чуть-чуть. Если что, вазелин был вот тут. Что у нас с бровями? Брови от вазелина на руках отпечатываются отлично. Вот такие замечательные у нас сегодня лайфхаки. Из 20 нормально сработало всего 3. Жесть. Мне понравился блеск, брокколи и скулы. Делитесь в комментариях своими любимыми рабочими лайфхаками, а на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.